Всем привет, ребятки, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. И сегодня будем пытаться выбить на Пауло. Первобытный инстинкт, да, будет дело это очень сложное, но попробуем. Скинчик, наверное, менять не будем, хотя давно я пиньятой не был, давайте сегодня будем пиньятой, возможно, в пиньяте больше повезет. Здесь малики на Пауло очень классно, у них озвучка тоже прикольная, потом давайте вот так вот сделаем. В бою послушаем, надеюсь, это будет слышно вам. Ну что? Для того, чтобы это сделать, мне нужно сначала забрать в личных сообщениях старые гемы, которые там уже вечность лежат, которые мне по ошибке начислили. И, наконец-то, их использовать. Ну что, отправляемся в магазин. Пришло время лутать. Кстати, черный ящик с 50% скидкой стоит почти 3000 рублей. 3000 рублей за это. Чекайте. Чекайте. На Стива скин летний, да, но такой себе на самом деле. Оно того не стоит. А вот роллер Мила мне понравился. Скинчик я бы его достал. Возможно, даже запотеем в ивентик, но это не точно пока что. Гляньте, везде пишет теперь x2 монеты. Смотрите. x2, ля, какие, а. И тут пишет. Итак, наша цель это открыть легендарный сундук. Я надеюсь, будет один сундук и не больше. 60% в принципе высокий шанс. А то я помню, как я 7 сундуков открывал, мне выпадал только один первобытный инстинкт. Надеюсь, сегодня такого не будет. Ну, в принципе, 7 сундуков у меня вроде гемов не хватит, поэтому можно расслабиться, да? 7 уже точно не будет. Ну и давайте открывать, смотреть. Кстати, 8000 монет только максимум. 8000. Печально, ну ладно, погнали. Первый сундук пошел. Фух. Первобытный инстинкт, выпади, пожалуйста. 2 награды, это значит, что есть очень высокий шанс, что выпадет первобытный инстинкт. Конечно, Пандаоли, кого же еще? Мне ж некого пустить, да? Ни Никса, ни... Короче, поехали. Даже не 20, даже не 20. 2500, 20 не хотел. И открываем следующий, и... Ну, конь... Ой... Походу, карма в одном месте. Ну, нечего делать, идем дальше. Открываем следующий легендарный сундук. Ох, как эти легендарные сундуки душат. Пожалуйста, выпади инстинкт. Ну давай, ну что тебе стоит? Все, выпал. Это уже 100%. Фух. Обидно, что слона, кстати, дали. Потому что слон сейчас вообще такое неиграбельное. Я на нем в командных бои так играл, что вы понимали, как у меня в командных бои на слоне заканчивались. На нас влетают. Я влетаю на слоне драться. Меня просто вот так вот в ноль разваливают. Фух. О, сейчас 9000 дали, кстати. 9170. Ну, 18, короче. 1700. Даже 1650 не хватило монет до 20 тысяч. Дальше дают предметы. И видите, еще одна награда. Кстати, на Паулу дали бомбу Молотова. Ё-моё. Сейчас мне бы только бомбу Молотова на Паулу, да. Чего там не хватает? Конечно, бомбу Молотова. Кстати, ее не было вообще. Не, она новая была. И открываем. Вот он, первобытный инстинкт на Пауло. Потрясающий пинок он называется. Выглядит бомбезно. Да, надеюсь. Что это вообще за штука? Сейчас мы с этим разберемся. Итак. Отправляемся в менюшечку. Идем на Пауло. Он на него уже одет. Мы почитаем, я вам расскажу, что он дает. Да, копилочка бесполезная. Раньше она хотя бы была прикольная, а сейчас вообще... Да, давай, заканчиваем. Просто за деньги открывай и все, как бы, и получай вот эти вот бонусы. Но нафиг, как говорится. Итак, вот он Пауло, вот он его первобытный инстинкт. Пиная врагов, Пауло также оглушает их в радиусе действия. Далее спинка также увеличивается. То есть, вот эта вот штука, активный навык, который действует со спины Пауло, радиус 4-5. Насколько увеличится, опять же, нету точных данных у меня лично. Ну и, значит, их ни у кого нету, скорее всего. Ну, только у разработчиков. Ну, почему они их не вывешивают в общий доступ, я не знаю. Ну, такие вот дела. Поэтому, насколько увеличится, непонятно. Давайте сделаем примерный прикид в 20%, скорее всего. То есть, что нам делается? Добавляется стан и добавляется больше радиус. Что с этим можно делать? Правильно, использовать это в соло-боях для контроля персонажей противников и изи-каток. Поэтому сегодня будем это делать. Попробуем, поиспользуем и будем тащить. Ну что же, отправляемся в стандартные бои. Сборочка такая. Кстати, что там по сборке вообще? На папа дала мне, а то интересно. 7-й кол, 6-я гранатка. Кстати, кто-то говорил по поводу гранатки, что она бесполезная. 70% урона от основной гранаты. Смотрим урон от основной гранаты.
Урон от основной гранаты. 1200. Как бы 70%, ну, условно 900 урона. 900 урона, это что, мало? Это что, мало? То есть 2к урона с бомбы, это что, мало? Когда дробовик дает сколько? 1300, а копье дает 1600. Кстати, копье дамажное самое, офигеть. Надо запомнить, что копье на самое дамажное и использовать. Ну и погнали в боец. В соло, стандартный, поехали. Надеюсь, сегодня будут бои эпичные. Надеюсь, я не задушусь. Ну, там уже баг какой-то, 1000 плюс 200 рейтинга. Ну, то такое. Нормально, не лагает. Итак, как работает эта штука? Вот так вот делаем. И противник стоит в стане. Кстати, стан достаточно долгий, как вы заметили, да? Вот, кстати, бесполезная гранатка, да? Тройная. Бесполезно, да. Просто двойной урон наносит, так бесполезно. Это еще, кстати, на Пауло радиус я вроде прокачивал. Или не прокачивал. Ну, короче, как-то мне нравится, кажется, что радиус слишком большой. Надо бы его поменьше сделать, было бы получше. Ладно, давайте ускоримся. Надо играть нормально на Пауло. Через ускорение, через препятствия, через эти все штуки. Нам еще бы залутать какой-нибудь хороший лут. Было бы приятно. Опять же, бегать лучше всего с копьем, потому что дает обзор. Так, красивенько маневрируем. Не угадал немного с Никсом, ну что поделать. Ну, были шансы хорошие, что попаду в него. Попробуем сейчас вот так вот сделать. Оббежать, мне кажется, он ушел просто направо вот сюда вот и попробовал там сейчас выйти. Но это не точно. По идее, его тоже найти. Ну, блин, что-то какой-то Никс попался в этот раз. Гений, который просто скрылся. Ну да ладно. У меня сильно здесь бицепса нету. Смысла огромного количества киллов набивать тоже нету. Главное сейчас хороший лут лутать и выживать. Это основная цель. Ну и убивать красиво тоже противников. Но опять же, сейчас пока некого убивать. Все противники прячутся. Боятся, наверное. Кстати, дробовик. Здесь очень жесткий, на самом деле, легендарный дробовик. Если бы получилось его показать, я бы вам его показал. Акула пока что не развалить. Пока что не развалить. Кстати, двойные гранатки, как вам, не дамажат, да? Не дамажат. Вообще, дважды не продамажил просто акула. Ну, акул нубас откровенный. На самом деле. Закинем стан, закинем гранатки. Ну, видите, вот пол хп акула снес. Как бы. Я что, без аптечек? А когда мне успели снести? Блин, вот же акул наглый, а? Я зря его сейчас отпустил, очень зря. И вряд ли мне получится его догнать и убить. Ну, я попробовал, по крайней мере. Ладно, раз такие дела, нужно действовать по-другому. Слишком, наверное, я заигрался с акулом. Я когда не заметил, что у меня аптечки закончились. Печально, на самом деле. Вроде бы он нам не доставал, а как-то... Тут еще бак 13. Кстати, бака можно и подловить, на самом деле. Он, кстати, с бомбой Молотова играет. Ну, мне нужно держать дистанцию, однозначно. Потому что я дистанционный персонаж. Ну, кстати, видите? Бесполезные тройные гранатки, да? А, 2 бака. А чё вы как? Прикольно, да, получается? Акул, кстати, усилен, он с первобытным инстинктом, походу. К сожалению, я баку помогаю. Немного. А сам страдаю достаточно сильно. Но что поделать. Такие будни у зебры. Из-за того, что я потерял аптечки, пока дрался с акулом. Не туда я выстрелил, к сожалению. Из-за этого сейчас такие ситуации возникают. Ну что поделать. Ничего я уже с этим сделать, наверное, не смогу. Еще и друг... Ну, конечно, кстати, Никс хейтит меня. Кого же еще, да? Гений на Никсе будет меня хейтить. Ну, блин, я немножко заигрался здесь. Ну вот видите, затимились 2 неадеквата. И все. Ну тут печально в плане того, что аптечки с акулом потерялся. Все-таки 13 акул это больно. Пауло по хпшке намного слабее, чем 13 акул. Из-за этого такие вот ситуации. Возможно, стоило взять что-нибудь на отхил. Но уже поздно об этом думать, как говорится. Ох уж на этот наглый Никс. А ну-ка, сейчас мы его словим. Правда, он уже убежал, когда видел, что я 12 уровня, но не суть. Кстати, метка бахает, почти в меня попадает.
Я бахну автоатакой, возможно, в кого-нибудь попаду. Ускоримся и погнали, короче. Немного я промахиваюсь в этом плане. Лутаем. Блин, я не могу аптечки золотить. Чтобы вы понимали, здесь была куча аптечек, я ничего из этого не залутал практически. Зато какой-то 7-й Никс там залутался неплохо с этого всего. Офигеть, да? Не достал я сейчас по Брюсу радиусом. Так, ну, залутался, отлично. Да вы задолбали, ну! Да что такие душные-то? Так, сейчас нужно аккуратно все сделать. С Генри с этим, блин, дурацким. Сейчас надо Никса убить этого. Он как меня он бесит, вы просто не представляете. Да смотрите, Генри в кого врывается. На тебе, станчик, что? Получи, распишись. Шо, Никсик, за аптечкой пришел? А что такое, умер? Ох уж эти душные гады, а? Вы видали? Один душит, второй душит. Друг друга вообще не трогают. Ух, как не горит. Ух, как у меня не горит. Просто слов нету, как не горит. Фу. Забомбил я конкретно с этих. Блин, тут лута как бы всех поубивал, да? Этот Никс 7 пришел, залутал лук легендарный. Залутал все аптечки. Меня начал душить, плюс Генри еще начал душить, из ниоткуда тоже взялся. Как же мне это взбесило. Хорошо, хоть кенгуру, там 12 уровень еще был. Ну, раньше он был там где-то вот тут, в кустах. Не пришел меня душить, это было бы вообще капец. Фух, ладно, надо успокоиться. И залутать победку. А для того, чтобы залутать победку, нужно стараться. Отхилимся сразу, потому что потом времени уже не будет хилиться. Когда будет драка особо. Опять же, нужно использовать местность на Пауло, потому что без местности он такой себе становится. Нужно вот правильно все делать. Автоатака вовремя. Все это кастовать. Он в бочку шел, да? Надо запомнить, что краб в бочке. И попробовать побахать по бочке. Так, бочка справа видел. Крабер. Крабер. Я тебя вижу. Так, ну. Вижу там еще одну бочку. Пока я трогать не буду. Пока что посидим так. Это, кстати, Тони. Никса застанил, закинем гранатку. Гений на Никсе думает, что сможет мне что-то сделать. Он дабл стан, как бы. Получи, распишись, гений. Опа, еще залутал урончик, да? Бачка сейчас застанем. Не получилось, наверное. А как он меня притянул с такой дистанции? Алло, что за бред? Я был здесь, он был там. Алло, игра. Кстати, вот этот баг с этой притяжкой бака, про это уже многие писали. То есть не я один такой, который задолбался из этой фигни. Понимаете, да? Ах, как бомбит. Вы не представляете, ребят. Как бомбит. То есть, в чем прикол? Почему я объясняю, почему это только что сработало вообще у бака такая притяжка? А все по одной простой причине. Потому что в игре рассинхрон просто нереальный. И игра думает, что баг находился, ну, намного... Точнее, баг, наверное, у себя находился ближе ко мне. Но у меня он был далеко. Понимаете, вот настолько эта фигня влияет, и вот так вот получается. Ох, на самом деле печально. Зебра с первобытным инстинктом, как вы видели, просто имба. Чисто законтролил Никса дважды. Причем я это сделал неосознанно. Я просто упрыгивал в нужный момент. Никс в этот момент подлетал, чтобы нанести мне урон. И получал стан, и получал кучу урона в ответ. Вы видели, какое жесткое копье, какая жесткая граната. И вот это все должно было изи затащить. Но баг меня притянул через 100 миллионов километров. Шутки про эти 10 километров уже у всех как бы. Но что есть, то есть. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Что думаете по поводу Зебры Паула, его первобытного инстинкта. Я считаю, это просто один из имбовейших первобытных инстинктов в соло-боях конкретно. В командных боях поменьше, но все равно это стан, как вы заметили, на 3 секунды минимум, да? Который ты просто в нужный момент делаешь, разворачиваешься и шотаешь противника. И он тебе ничего не может сделать. Это знаете, как лев на тебя прыгает, хочет сделать стан, а ты его в ответ станешь, и он такой и все. И нету льва. Такие дела. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.